Здорово, здоров, ребят. Ну чего, мы сегодня начинаем проходить Resident Evil 7. Потом дальше будем проходить, соответственно, и 8 для полноты картины всей истории, чтобы познать. Вот, ну и что, давайте, новая игра. Поехали. Как говорится, сразу же, с места в карьер. Как обычно, уровень сложности. Что нам легкий, да? Мы не ищем легких путей. Привет, милый. Хотела поздороваться и сказать, как я тебя люблю. Отличная новость. Скоро я вернусь домой. Ура! Поскорее бы разделаться с этой работой и вернуться домой к любимому мужу. Скучаю по тебе. Мне надо работать. Я люблю тебя, Итан, и очень по тебе скучаю. Посылаю тебе 1000 поцелуев. Пока, детка. Чё у нее такие руки грязные? А, это она же, да? Это же не может быть Итан, потому что вроде как руки женские. Ты был прав. Я солгала тебе. Нельзя было, но... ну скажу, если ты это получишь... Интрига, интрига. Не приезжай. Интрига, интрига, прям. Но я проходил эту часть. Она коротенькая, в принципе, но прикольная. Зомбарей, правда, тут не хватает. Но боссы, в принципе, некоторые интересны. Привет. Эй, это Итан. Вчера ночью был просто взял и исчез. Да-да, со мной все хорошо. Дело в Мии. Она не погибла, она жива, она вернулась. Они нашли ее? Как? Что произошло? Я не знаю. Я не знаю как, но она вернулась. Она как-то вернулась. Может, это розыгрыш, но одна просит за ней приехать. Где она? Далви, Луизиана. Но ведь 3 года прошло. Я знаю, но что если это она? Я должен выяснить, что произошло. Ну, вот он, собственно, и едет выяснить. Город Электросталь. Ты еще не играл в это. Здорово, город Электросталь. Я еще играл в это. Я проходил ее. Но я взял вот и 8 часть тут на распродаже в Стиме, короче, и 7 заодно. Ну, типа, чтобы целиком вот пройти как одну историю, скажем так. Проходил я ее где-то еще в прошлом году, может, больше даже. Это, говорит, здесь. Девальфо от bmb.gg. Доброго времени суток. Здорово, Вольф. Посмотрим, может быть, что-то, какие-то даже нюансы откроются интересными. Может быть, я что-то даже упустил, а вдруг... Так, давай, наверное, пошустрее. В прошлый раз у меня, по-моему, прохождение этой игры заняло что-то, по-моему, 3 или 4 стрима. Часа по 3 примерно так. То есть, часов за 9 она пробегается. Так, ну давай, топаем сначала сюда. Естественно, дверь закрыта. Да, кто нас в парадный-то пустит? Нам туда. Вот туда. Но первый раз, кстати, я ее проходил на геймпаде. Поэтому было сложнее, короче говоря. На геймпаде она играется гораздо хуже. Ну, потому что вот эти вот груты, которых ты там потом отстреливаешь, они сильно трясут головами и неудобно по ним стрелять. Прими ее, да. Окей. Первый раз я ее проходил на 4-й плойке. Красота-то какая. О, дед ходит. Дед тут прикольный. Но пришлось с ним пободаться. По-моему, самый такой странный босс. Довольно-таки неудобный. Быстрее всех я, по-моему, мамашу размотал. Если мне память не изменяет. Город Электросталь. В этом году Outlast 3 видел трейлер? Нет, кстати.
Не видел, что прикольно. Я тебе даже больше скажу, я не проходил Outlast. Поиграл в первую часть немного, но как-то он мне скучноватый показалось. Макс Просто... Ланг, привет. Здорово, Макс. Просто слишком много скримеров, как бы на 1 квадратный метр как-то, ну, надоедает. Потом, ну, тебе буквально такие захватывает, скажем так, Outlast твое внимание первые 20 минут, а потом мне становится скучно. Задолбали просто эти скримеры. Это самый дешевый способ напугать, я считаю. То ли дело, когда атмосфера тебя Город давит. Электросталь. Да там кооператив режим даже будет. Угу. Ну, это что-то новенькое, я тебе скажу. Кооператив в хоррорах. Так, Сонечка, водительское удостоверение. Угу. Бабенки наши. Правда, ничего не прочитать. Все, тут больше ничего нет. Ну и ладно. Плаза продуктами и сумку потерял. Открыть рюкзак. Правда. Угу. Фотки, что ли, или что? Сообщение. Угу. Как-то можно посмотреть. Да, он крутится, все вертится. Мия Винтерс отправлена 18 июня 2017 года в 23:04 во вторник. Итан Винтерс, Далви, штат Луизиана, ферма Брекеров. Приходи за мной. Ну, такое. Я думал, он что-нибудь там, стишок какой-нибудь отправить. Или поговорку. Ну, естественно, тут ничего не будет. Тут видно, понятно. Пока только нам это выливают нас в лоб. Ну, в принципе, я считаю, как седьмая часть Резидента, это довольно-таки неплохая игрушка. Были гораздо хуже части резиков. Типа 5-й, 6-й. Тут они решили неплохо так вернуться к корням. Правда, народ сначала плевался, то что от первого лица, типа, бла-бла-бла, играть неудобно, но все нормально схавали. И 8-ю часть уже признали игрой года в этом году. Ну, может быть, конечно, потому что других лучших игр не было. Почему бы нет? Хатка бобра. Бля, походу мы здесь Новый год отмечали. Все раздолбано. Ну да, точно. Надо какие-нибудь клещи, да, или что-нибудь такое. Давай пошманаем. Такую дичь. Фоточки. Красота. Я вот здесь в конце не понял последнего босса вообще. Ну, в смысле, не то чтобы не понял, а как бы это, ну, какой-то он слабоватенький. А блин, твою мать. Подумаешь, старики разбежались. У меня такие жили мадагаскарские, шипящие. Большие, прикольные. По спинке гладишь, они шипят. Обед. Более 20 человек пропали без вести. Чё? За 2 года. Ну, это намек, то, что у нас семейка вот подъедает немножко народ близ живущий. Да, Влад Павлов, привет, как дела? Здорово, да, Влад. Да, отлично. Вот Новый год прошел, и слава богу, праздники закончились. Теперь можно делами позаниматься. Какими-нибудь отеческими. Да, Как у Влад тебя Павлов, Новый год? Это игра хоррор. Да, это хоррор. Как у тебя дела? Как Новый год? Вообще, как, пацаны, Новый год-то прошел? Ништяк, никто не ранен, не убит. То это дело такое. Ладно, пойдем сначала тут пошакалим, а потом уже наверх пойдем. Там скрипт сработает. Подожди-ка. По-моему, мне наверх. Или сюда.
Нет, вроде здесь он кассету найдет. Тут написано. Понятно. Да, Влад Павлов. У меня все норм, меня чет салют, правда не убил на Новый год, а так он прошел отлично. Тебя с салютом попали. Город Электросталь. Живее всех живых. Ну, это здорово. Я он 1 января только домой приперся в 23 часа ночи. Ну, в смысле, вечера. Я задолбался бухать, короче говоря. Начал, ну, я сутки примерно синячил. Чисто синячил бесперебойно. Вот, семейство. Похоже, это владельцы. А дочка разве у них была? По-моему, они троем. Ну, типа баба, дед. Ну, в смысле, жена деда. Пацан был. А вот что-то жену я не помню, дочку я не помню. Будет разве, да, такой босс? А фотки он не подбирает. Так, у нас, по-моему, какой-то секретик. У нас вот здесь вот в камине тусит. Правильно? О. Поддувалочку откроем. И у нас что-то где-то открылось. А, вот. Где-то что-то. Может, наверх стоит? Бля, я просто я не помню, где у нас скрипты срабатывают. Не хотелось бы раньше времени на них попасть. Ну, сосед запустил салют, все летели наверх, ну как обычные салюты, а последний он упал вниз и внизу взорвался, и рядом со мной пролетел он. Угу. У нас было как-то дело тоже года 2, по-моему, где-то так назад. Чувак на своем день рождения решил тоже салют бахнуть. Вот. А он, короче говоря, поджег его, и он упал салют. И начал, короче, по всем стрелять. Хорошо, что мы в гаражах все это дело отмечали. До машин, скажем так, не долетело. Ну, в смысле, если бы запускали во дворе, то тачки, там, сигнализация и все такое было бы обеспечено. Так, вот. Кассету мы нашли. Это у нас запись, да? Да. Сохраняем данные. Вот здесь кнопочка, по-моему, она не пашет. Не работает. Она опускает вот эту лестницу, где мы будем биться с финальным боссом. Ну, тут, в принципе-то и все. Так, полезли, короче. Верно, что сюда сходил. Нам туда. Вот туда. Запускаем видеоролик. Да. Я не помню, вот этот видос, короче, то ли это отсылка на что-то, на какую-то из частей. Бу. Ты тут копал, твали Пит. Эй, я работаю только с профи. И, кстати, позаботься, чтобы в этот раз со звуком было все нормально, а то будет тогда как где-то там. Может, хватит? Вот еще. Опять быстро летят субтитры, ну ладно. Новичок, что-то он мне не нравится. Опять за свое. Просто не удивляйтесь, если придется искать замену. Новый план. Сначала смотрим дом изнутри, а потом уже снимаем вступление. Ага, как всегда. Кстати, не забудь упомянуть название шоу, ладно? Без проблем. Сегодня в ужасах канализации вас ждет очередная сраная развалюха. Доволен? Пляшу от счастья. Короче, мне придется их подождать, да, пока они дверь не откроют. Ладно. Давайте шустрее, чувак. Ну что, мотор? Ладно, поехали.
Get out of the way. Отойди. А чё, с ноги не вмазал? Ну, наконец-то. Спасибо тебе, Нобеля, за интеллектуальные способности. После вас. Так, зачем мы в этот раз сунулись в ад? Do you ever prep? Ты что, совсем не подготовился? А зачем? Хреновый дом, жуткие звуки. О, тут призраки? Fuck me. Твою мать, я, между прочим, был телеведущим. Помощником ты был, а не ведущим. Чё? Ничего. What's the story, Andre? Просвети меня, Андре. Заброшенная ферма, пропавшая семья, возможно, убийство. Все как всегда. How long did you say this place И is сколько лет, по abandoned? твоим словам, здесь уже никто не живет? 3 года. Clancy, get a shot of Клэнси, this. сними-ка вот это. Отличная перебивка получится. Что снимать-то? Итак, семейка деревенщин пропала. Не деревенщин, Бейкеры. Джек и Маргарита Бейкер. Они были такими, но не отсталыми. Они были тихими, но не отсталыми. Хотя об этом сыне Лукасе болтали много всякого, типа дурная кровь. Ah, shit. Вот черт. I knew I should have worn my good shoes. А, не открывается Oh, просто. shit. Glad I had my Тут уже нет shot. фотографий. Although, М, this made a Так, great backdrop. хотя это же отличный фон. Andre, what do you Андре, think? что ты думаешь, а? Andre? Андре? Точнее, его там съели уже. Andre? Давно. Андре! Andre? Андре! Clancy, you see where Andre went? Клэнси, ты видел, куда пошел Андре? Where is he? Да, наверху. Где он? Ну, невероятно, блин. This is the last time I work with Последний раз с ним работаю. I mean, producers, they come and Продюсеры, go. знаешь ли, приходят и уходят, но хорошие операторы, такие как ты, Клэнси, You stick with me. не отходи далеко. Напомнило все это дело мне фазмофобию немного. What the fuck was that? Что за хрень? Did Ты you hear слышал? that? Давай, открывай, что ты? Да, Andre? Андре, где он, черт подери? Where the fuck is he? Ну быстрее. Город Andre, where are you, Электросталь. man? 1,5 игры топ-2 кал, как по мне. А откуда именно? Когда ты из дома выходишь, да, и начинаешь там бегать по всяким там болотам. Ты про это имеешь в виду половину игры? What the hell? Какого черта? You gotta be fucking kidding me. Да что, блин, шутка такая? Alright, new deal. Ладно, новый план. We find Andre. Найдем Андрея и свалим отсюда. К черту это гребаное шоу. What do you see? What is it? Город Электросталь. Да и где по пещерам вообще ни разу не хоррор, а какой-то шутер. Ну да. В плане том, то, что вот первая тема прикольная, ну то, что первая, ты, как ты говоришь, первая половина игры, там прикольно, то, что загадочки, все такое, ну ты прям в классику играешь, только от первого лица, а потом уже, да, это шутанчик, это уже все. Но, в принципе, так задуматься тоже, первая даже часть, оригинал Резидента, ну пускай даже если ремейк взять, там же тоже сначала вроде как хоррор, а потом, когда на тебя толпа зомби уже начинает нападать, в принципе, ты тоже начинаешь уже более-менее в шутан играть. Ну, не знаю. Резиденты, они такие. Чувак сейчас стоит спиной, точнее, ко мне спиной, повернувшись лицом к стене. Это кадр, сворованный из фильма «Ведьмы из Блэр» 92-го. Та-дам!
Как обычно, на самом интересном месте. Макс Ланг. Третий резик вообще экшен. Ну да. Больше шутан. Так, чё? Надо Город вниз, да? Электросталь. Может совпадение. Да нет, это не совпадение, это конкретно фишка разработчиков, я думаю. Тоже много шутерной составляющей в 5-й и в 6-й части. Какой там в жопу уже хоррор? Нет. 4-я часть, тоже там много стреляешь, там тоже до хоррора очень далеко. Вот черт. Так, ну вот тут нашего барина накуканили. Ну слушай, в принципе прикольно, он так вот, он висел как бы. Вообще шикардос. Такую вдуло себе палку запихать, конечно, это не каждый сдюжит. Надо потыкать. Даже можно пошустрее маленько. Но в 8-й части, когда уже у Итана начинают пальцы прирастать и куртки сшиваться оборванные, то это вообще, Макс конечно... И это Ан. Да. Когда у него куртки начинают сшиваться сами по себе, просто потому что он полил раствором, то это вообще, конечно, по-моему, фиаско. Ну, в смысле, тупая импотенция режиссера, скажем так. Скримерок. Кримерок блатной, 3 семерочки. Я не думаю, что опарыши прямо под водой могли Город жить. Электросталь. Лункас Псих. Я не думаю, что под водой будут опарыши жить. Вот я поверю, если бы они его грызли где-нибудь на берегу бы. Ну, вот хотя бы где-нибудь вот здесь. А под водой они тупо физически не смогли бы его кусать. Ну ладно. Здрасте. Угу. Я так понимаю, дед, бабка и, короче, и дети. Наркоманы, блять, а? Ты смотри, какая хуета. Вот что ему мешает? Просто взять вот эту фомочку с собой, допустим, на вооружение. Я б так и поступил. Мия? Ага. Естественно, все будет. Зачем дергать, если ты видишь, что тут цепь висит? Он же лишний раз шумит просто. Так. Бен мертв, Хэрольд мертв, обращен, Артур обращен, Тамара обращена, Крейг мертв, Лейла мертва, мертв, короче, понятно. Крутим. Тут то же самое. Ну, только про Мию ничего не написано, естественно. Интересно, это реальные люди? Ну, в смысле, такие... Ну, может, знаешь, бывает такая фигня, то, что разрабы берут и свои рожи туда вставляют. Болторез. Ура! Ща, как нарежем болтов. Давай, болторез. Макс Ланг. Список везунчиков. Список призеров. Где у него сральник, кстати? Вот это вот ведро? Город Электросталь. Разрабы, я думаю, они любят так делать. Думаю, что же, да, разрабы. Ну, мне так кажется. Но тут, видишь, именно по разрабам, короче, тут, ладно, я с бабами согласен, но тут какие-то дедов полно и бабка какая-то. Почему у некоторых закрытые глаза вообще? Вот этот больше на маньяка похож, чем на разраба. Может быть, частично, знаешь. Кто-то взял там родственника своего. Кстати, фотка повторяется. Вот это вот.
Она вот здесь же находится. Косячок. Могли бы это поразнообразнее сделать. А вот еще один. Только вот этот мужик, он тут черно-белый. Не подготовились. Кстати, да, насчет сральника. Я так понимаю, она в ведро ходил. Ну и дура. Можно было ссать прямо через решетку. Мия, слава богу, я тебя нашел. Это я, Итан. Итан? Итан? Ты в порядке? Зря ты сюда пришел. Ты хочешь сказать, ты же меня позвала? Нет, нет, я бы не стала. Что, правда? Кто-нибудь тебя заметил? Он тебя заметил? Он? Кто еще здесь? Что здесь происходит? Папочка идет сюда. Папочка, надо уходить быстро. Тетя бесоебит, короче, у нас. Ну, в принципе, фигурка ничего. Куда ты меня ведешь? В безопасное место. Как ты скажешь мне, что здесь происходит? Ты пропала без вести 3 года назад. 3 года? Что, правда, 3 года прошло? А нет, блядь, не 3 года. Я думаю, что если бы у главных персонажей был бы интеллект, можно было бы просто сказать, типа, ну иди ты в жопу отсюда, короче. Просто повернуться и выйти нахуй с этого дома. Все. Па-бам! Финальные титры, хэппи-энд. Что это за место? Что они с тобой сделали? Не сейчас. Сначала надо отсюда выбраться. Сюда, по-моему. Ну давай ты быстрее, только двигайся, блядь, задолбал. О, это что, мясо кусок? Неплохо, блядь. Зачем каталку пристегивать? Мия, нам надо поговорить. Я когда-то увидел твое послание. Не я, это не я. Это не я, ладно. Но что все-таки происходит? Я ничего от тебя не скрываю. Оно и видно. Теперь нам сюда. Оно и видно, что она прям ничего не скрывает. Прям открытый лист. Это микроволновка? Нет, ты точно знаешь, куда идешь? Они здесь приносили мне еду. Я вспомнила. Кто-то на тушеночке, я смотрю, откармливался. Ну давай ползи, ну что ты. Что ж ты, старичок? Вот, пришли. Мы на месте. Я думаю, вот такое длинное начало очень сильно душит спидранеров в плане том, что ну тебе просто по скрипту нахуй ничего не сделать, по-быстрому. Не скипнуть катсцены вот эти вот и так далее. Я помню эту комнату. Здесь есть другая дверь, я точно знаю. Ее здесь больше нет. Бабуля. Тут бабуля, кстати, прикольно. Мы станем одной семьей, раз уж ты пришел. Все, спать. Здесь есть другая дверь, я точно знаю. Ну, кстати, вот эти вот трубы, они опасные. Можно накуканиться на нее. Ух, я пока в другую комнату схожу. Она там возродится. Криповая куколка. Оставь меня в покое. Все. Мия. Убарабанили нашу телку. Давай, 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 давай. Ну все, наконец-то. Чтоб сомневался, трубочка не работает.
Что-то есть? Нет. Я не плачу, это просто дождь. Карта гостевого дома. О, это просто замечательно. Кстати, довольно-таки большой домишко. И даже они и фермеры, как бы для фермеров, по-моему, это слишком большой дом. Пилка валяется. По идее, если дом уж такой старый, то у него как минимум должна при дожде крыша течь. Хотя да, я же даже не на верхних этажах, чтобы это проверить. По голове себе, блядь, постучи. Все, закрыт? Ну и ладно. Пошли назад. А точно ли сюда? Не, ну там кто-то хрюкает внизу, значит, да, сейчас скример должен быть. По идее, все, да? Комнат больше нету. Окей. Пойдем скриманемся чуть-чуть. О май гад. Меня заскримят сейчас. Давай только быстрее. Ну-ка, ставочка, это отсылка на звонок или на проклятие? Текает в городу. Это дура, что ли? Взял бы ей глаз, нашлакнул бы, да и все. Бля, ну левой руки однозначно пизда как. Я ее слышу. Чувствую, как она снова пробивается в меня. Пробирается в меня. Пробирайся, оставь меня в покое. Я поступила плохо. Так мне и надо. Бля, можно так спать ложиться в натуре. Уснуть не может. Хуяк и все. Вырубился. Использовать аптечку. Ну давай. Бля, для чего у них прикольная штука? Вот эти вот аптечки просто вообще. Разок полил на себя и ништяк вообще. Можно от любой херни лечиться. Оставь меня. Топорика, топорика. Иди-ка сюда. Почему у меня топор хуже дамажит, чем у нее какая-то палка, блядь, в руках? Такого же быть не может. Заебись. Топор бы хоть из тёлки вытащил. Орудие убийства все-таки. Подожди, а можно? Нет, его не можно вытащить, это я. Че это они, дураки, что ли? Маленько позабыл, тут же всякие загадки, там туда-сюда, вот. Что там, как их решать? Еще надо будет поспоминать, посидеть. Ну, тут загадки не очень сложные. Ох, не надо было тебе сюда приезжать. Кто это? Так что, блин, происходит? Меня зовут Зоя. По идее, ты можешь пройти через чердак.
Иди туда, немедля. Разве здесь был ход на чердак? Я вот что-то сомневаюсь. Так, вот тут у нас подвал. Значит, чердак у нас будет... А где у нас? Подожди. А где у нас будет чердак-то? Вот это? Нет, явно нет. А, тогда понятно. Потихонечку начинаю вспоминать этот домишко. Ну, тут по-прежнему, естественно, ничего не работает. Чердак так чердак. Не работает. Да, давай запишемся, наверное. Почему бы? Я что-то на чердаке должен взять. Да нет. Разводят опять, суки. По идее, у него должно быть четкое желание выбраться отсюда. Ну, в принципе, можно этот, как он. А у нас шкафчик один стоит, который можно было будет открыть. А у меня клещи с собой, да? Болторезы они же. Не знаю, по-моему, болты такой штукой резать будет не очень-то удобно. Ну, в принципе, удобненько можно пользоваться предметами. Так, готово. Есть еще что-то? Ничего нет. Давай туда сбегаем еще. Позырим. Ну да, естественно. Естественно, тут ничего не дадут тебе. А там Мия, что ли, да, ходит? Вот сюда. Так. Вставляем. Мне надо еще что-то нажать? Нет. Надо на чердак этот. Теперь это заработает. Итан, спокойно, спокойно, это я. Знаю, ты это не нарочно. Но все равно не стоило этого делать. Больно, блин, было. Почему он постоянно левой руке достается? Посмотрим, что ты почувствуешь. Бля, это что, традиция, что ли, у него руки отпиливать каждую часть? В 8-й части у него же вроде тоже рука должна отлететь. И он потом обратно ее спокойненько приклеит. Рука. Ну, чего не взять? Вот. Рука. Спасибо. Надо как-то ее сразу пришпандарить. Ну и ладно. Буду я лишнюю хилку использовал, ну ладно.
Чем на чердаке канализационные трубы? Ага, давай в первую. Я какая барышня. Так, ну наконец-то. Okay. Ладно. Прицелиться. Я такая. Ну понятно. Только не написали, как перезаряжаться. Ну не беда. Попудово на R. Жалко, со стволом бежать нельзя. Ну как в лучших фильмах Джона Ву, просто бежишь, пах-пах-пах-пах-пах. Я вот не помню, она еще будет разок нападать, нет? Кстати, ножа мне не дали. Да? Ножа-то нету. Ножа нету. Во, рука. А я могу как-то ее использовать? Ну вот именно, Я ничего Пандоре. себе. Прямо сейчас. Фи. Вой-фи. Я не понимаю, чувак, что ты говоришь. Так, ну идите на чердак. Чердак так чердак. Ножом потом, короче, да, будем ящики всякие разбивать, стопудово же. О, патроны. Вот с патронами помню, что тут большая засада. Их постоянно тут не хватает, если ими аккуратно не пользоваться. Ну, в принципе, как и во всех хоррорах, survival хоррорах, нужно, блин, экономить такие дела. Знакомый звук бензопилы. Моя благоверная дом чинит. It all has to come down. Дамочка. Don't understand. Ох уж эти женщины. They're relying on me. Everyone is relying on me. Everyone! Что я сейчас походу отъеду, да? Аптечек-то у меня больше нету. Я тебя люблю. Я тоже тебя люблю. Пароход куплю. А дайте бензопилу. Было бы прикольно, как Эш из зловещих мертвецов бензопилу в руку вставить. О, сколько можно было бы там грутов положить, а? Красота какая. Так, ну и чего? Женщина. Welcome to the family, son. Добро пожаловать в семью, сынок. Рядом с бабой уложили. Прям американская история X. Там тоже так же людей вырубал. Он же фермер, у него должна быть какая-то каталка, там, я не знаю, что-то в этом роде, там, какая-нибудь тачка. И погрузил бы нас, отвез бы потом. Только не вздумай нам тут помереть, пока дело не сделаешь. О, вот и рука вернулась на родину. Поразительная регенерация, как у Росомахи.
Ну или Дэдпула. Красота. Приятного аппетита. Где я? Какого черта? Rise and shine. Протяните поезд, Соня, пора Time ужинать. for supper. Who are all you people? Вы Where's вообще Mia? кто? Где Мия? Eat it. Ешь. Это вкусно. Some bitch was Это любому безмозглому говнюку что-то там. Ладно, Лукас. Блин, старик, только не начинай опять. Маргарита, с дороги. Hit boy's got to eat. Парень должен поесть. Дай ему поужинать. Come here, boy. Ну-ка, парень, давай, не стесняйся. Это мозги, да? Черт, Джек, он не ест, он не ест. Маргарита, заткнись, я для него приготовила, свали нахрен. Ты подонок. Ну вот, взяли женщину, довели, она готовила весь день у плиты. Я хотел, чтобы это стало особым подарком, что? Ну-ка, парень. Давай. Чтоб его. Небось, это опять тот коп. Чертовы легавые. Я вернусь. Хорошо, хорошо. Мы будем ждать. А, бабуля, бабуля. По идее, он сейчас должен в этот момент неплохо так кровью захлебываться. Потому что хотя бы один раз у него там в рот кинжал он его воткнул. Ну, хоть бабка живая, слава богу. Так, ну, это пила, веревка, ошейник. Нет. Есть что пожрать? Я так понимаю, да, у них приправы какие-то. Ну и, соответственно, головное меню. Откуда у них столько ливера, я вот не знаю. У них весь стол как бы забит. Плюс еще, кстати. Весь стол забит, плюс еще это как холодильники тут тоже неплохо валяется такие. Это очень круто. Подготовились, так сказать. Ну, давай, наверное, мы сюда попозже пойдем. Сейчас мы тут все осмотрим. Так. Угу. Короче, в зале сначала. Одно большое. Нихера. Открытая бездна. Клайв О'Брайен. Без вести пропали 3 видеоблогера. Власти штата просят помочь им найти 3 мужчин, которые 9 числа этого месяца поехали из Нового Орлеана в округ Далви и пропали без вести. Пропавший Питер Уокен, Андрес Тикланд и Кленси Джавис. Эта троица выкладывает свои видеозаписи в интернет. Все они отправились в Далви, чтобы снять видео для нового проекта. Они обычно снимают заброшенные здания и дома с привидениями. А, кстати, там еще что-то, по-моему, дальше было, нет? Нет. Ну, нет, так нет. Там нужен маятник. Патроны. Кстати, а вот... Пистолет-то у меня есть? Естественно, нет. Кстати, я вот даже и забыл то, что у меня этот уровень жизни-то здесь показывается. Я думал только поэтому. По затемнению экрана ты должен определять, сколько тебе жить осталось. 1 понедельник или 2. Так, 2 двери, короче говоря. Одна ведет в коридор, вторая вот сюда. Но. Кошмар. Эвелина. Ботинки есть что-нибудь? Слушай, ну прикольный был ботинок, кстати. Прям раньше какая-то было модно в 2000-х годах гриндера носить.
А, проволоку перекусить. Ну и все, в принципе. Ладно, окей. Нам только в коридор. Ой. Это какая-то важная записка. Ну и слава. Так. И тут. Это у нас основной коридор. Там гараж. В гараже мы будем с дедом лупиться. Тут, по-моему, тут должен мент по скрипту попасть как-то. Похоже, хрупкая штука. Возможно, что ее можно чем-нибудь сломать. Да ножа-то нет. Нужен нож. Нож это чуть ли не основная, блин, это какого? Основная фишка серии. С ножом можно много дел утворить. Заперто. Дид. И музычка пошла там. Slip out before dinner was done? Как он меня успел догнать? У нас было очень большое расстояние между нами. Ну и бабка исчезла. Все, его там уже нет, он тут. You're part of the family now. Теперь ты часть семьи. Бля, ну. Found you. Я вот не помню, ты как-то по скрипту должен убегать от него. Или он как сталкер будет ходить за тобой. You're alone. Ты одинок и умрешь одинокий. Угу. Короче говоря, он как сталкер носится. Понято, принято. Угу. Если вы, говорит, будете прятаться в местах определенных, то он вас не найдет. А можно в бабке спрятаться? Ахахахаха. А я не помню, видишь? Я не помню, как тут за место был. Макс Ланг. You are dead. You're dead. В анекдоте, да, он говорит, у мамы кися мертвая между ног. У меня язык на бок торчит. Так, ну я здесь-то что, я тут ни хрена же не брал, правильно? Я думал, что дед как-то по скрипту исчезает. По крайней мере, мне так запомнилось. Но нет. Тогда, наверное, не хрен, да, туда идти. Пойдем в гараж сразу. Что-то правда из головы вылетело, то что у нас тут дед, он как сталкер носится. Закреплено клейкой лентой, которую нельзя сорвать рукой. Бля, ну ты серьезно? Как можно скотч рукой не оторвать? Ну, что за бред? Сказочный долбоёб. Надо нож, короче. Только где его убрать, я не помню. Макс Ланг. Тариться от него надо, чтобы потерял. Угу. Я уж понял. Но только это какого? А где тариться от нее? Тут места не особо много. Я бы хотел предложить в бабке спрятаться, но бабка исчезла тоже. Так сидеть вот на картах, что-то такое себе удовольствие. Тут просто предметов даже нету, куда заныкаться. Ни под стол, ничего. День не предлагает прятаться. Ну, кстати, да, неплохо, а так даже еще интереснее. Я вот момент этот со сталкерами забыл, но так даже прикольно.
Заодно и Вален и Залышин поиграем. Он справа где-то шароебится. Как говорил. А из угла можно выглядывать? Нет. Ну так нечестно, кстати. Пидорас. Пидорасина. Давай, хуй старый. А, он меня даже не заметил, типа. Странно. Он еще и идиот, к тому же. Ну, как обычно, в принципе. Хорошо, искусственный интеллект прописан вот действительно Вален Isolation. Там тебя, блядь, чужой кошмарит до последнего. А тут просто у тебя полбашки, да даже целая голова торчит, скорее всего, по плечи торчит. Мужик из-под стола. И он его типа не видит. О, наконец-то. Наконец-то он меня нашел. Кстати, он стол свой расхуярил. Идиот. У них и так-то с мебелью не богато, а он еще и разбивает ее. Ключик. Ну, еще какая-то хуйта. Блядь, я не успел. Дед, иди в пизду. Так, и что тут? Правда, заныкаться негде больше? А как они тогда предлагают от него убегать? Тут же просто бежать нет, некуда. Говорит, со стариком справиться не можешь. Дайте хоть что-нибудь, я бы справился. Просто тут все на виду. Че я взял-то хоть? Ключ какой-то. Ключ от чего? От люка. Вот это да. Сам ты бу, блядь. Хуйта. Старый пес мне ногу отхерачил. Серьезно? Мне можно доползти и ногу забрать? Нога. Этим ты подлатаешь ногу, у тебя получится. А вот это, кстати, я такие моменты не видел. Ползем, да, мне нужна аптечка. Какая удивительная их хрень. Она, наверное, вообще от всех болезней лечит. Ну, прям надо же жертву отыгрывать до конца. Что такой душный, а? Сраный ты урод. Давай его тут подождем. Слинять будет куда. Ключ от люка. От какого люка? Ну, явно не в гараж. У меня и ключ пропал. А, потому что я же его использовал. Но этот ключ, он, точнее, люк-то не откроется, пока я проволоку не снесу. Странная хрень, мы сейчас просто будем круги наворачивать. Для чего? Ну вот, всю еду, блядь, раскидал. А убирать кто будет? Дядя Петя? Может быть, тетя Мотя? Херово, что от него здесь бежать некуда. Подожди. Ну да, нереально. Надо как-то проволоку обрезать. Я, блядь, забыл, что тут делать надо.
Давай еще раз тут посмотрим, что есть. Это что? Хуйня. Это явно не открывается просто так. Водки всякие. Да и все, в принципе. Это ачивки. Ну, хер его знает. Очень странно. Пролезть тут вряд ли. Может, куртки у нее что валяется? Нет. Как сюда-то попасть? Сюда нужно коня, короче, вставить. Половину, да? Он может быть где-то на фотографии. You won't be long before I find you and kill you. Лукас, понятно. Просто на квадратном метре как бы от сталкера бегать такое себе удовольствие. К тому же глупая затея. Where's my little Ethan? Мне его даже не наебать по большому счету нормально. Вот не открывается эта хрень. Да? Ну никак. Смотри, открывается. А он мне просто времени не давал, чтобы дернуть нормально. Да раз, блядь. Открывается. А я тут бегаю. Так, я пришел, получается, вот оттуда. Макс Ланг. Лол. Какой лоу? Древняя монета. Вспоминать надо, что тут как делать. Какая-то чуть ли вот не новая игра. Я ее проходил, блядь, 2 года назад. Одна из первых игр, кстати, которую я на канале прошел. Самую первую я тогда на канале, помню, запустил, это был Days Gone. Ну или Gaze Done. Носочки. Вот какие караси козырные. Работы такие уже остаются. Так, здесь можно хранить предметы. Я думаю, монета не нужна будет. Что да? Перемещаем ее. Не будем засирать инвентарь, без того маленький. Карта дома. Так, посмотрим, что тут должно быть. Эпоксид. Эпоксидка, по-моему, она у тебя там, ты ее должен мешать, короче, с какой-то хренью. И типа должно все хорошо быть. По-моему, какие-то то оружие с помощью эпоксидки делаешь. Ну, как правило, если мне память, а мне память по-любому не изменяет. Эпоксидка действует как 2 компонента. Отвердитель и загуститель. Ножичка мне кто даст, нет? Вот. Отмычка. Хорошечно. Чем мы отмыкать будем? Ну почему до сих пор, правда, ножа нету? Эпоксидку можно выложить. Эпоксидка, до свидос. Как тут укладывать-то? А, по-моему, с эпоксидкой ты можешь, короче, траву мешать. Да? Ну-ка, давай. Одну штучку. Вот так вот. Соединяем, блядь, вот с этой вот шляпой. Да, получается хилка. По-моему, не только с этим можно ее мешать. Давай, наверное, пока так вот мы оставим. Траву можно выложить. Прям таки всю.
Аптечку одну я оставлю. На тот случай, если придется всем пиздец. Зачем тут стоять? Зачем тут лежат телефоны? Если постоянно они не работают. Давай сюда. Ну, на клавомыши поудобнее, кстати, в нее гораздо играть, чем на геймпаде. Так, ну все. Вы отперли это. Отмычкой, что ли? А, нет. Алло, блядь. Алло, блядь. You did good, Ethan. Итан, ты молодец. Зоя, верно? Какого черного? And listen if you Молчи и want to слушай stay меня, alive. если жить не надоело. You gotta get out of the Нет, house. тебе нельзя оставить, чё? Попробуй выбраться через центральный зал. Oh, and that thing on your wrist? А на запястье у тебя кодекс. Don't lose it. It's Смотри, не потеряй его, без него никак. Кстати, вот у меня на руке здоровенный шрам. Ну, то есть такими скобами. Чик-чик-чик, рука пришита, а с ногой как? Я хочу ногу посмотреть. Ну, придется все-таки аптечкой-то воспользоваться. Что там по кодексу-то? О, зеленка. То есть игра уже подразумевала то, что ты должен быть хорошенько отпизженный. Так, ну тут все. Я иду, хули ты стучишься. Эй! 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 Помогите, пожалуйста! Погодите-ка. Так, сэр, вы тут живете? В смысле, это ваш дом? What? Me? Что? No. Я? Нет. Ладно, так вот, нам в последнее время несколько раз сообщали о пропажах людей. Вы не понимаете, я свалить отсюда хочу. Успокойтесь, You're пожалуйста. not listening to me. Вы меня не There are слушаете. people in this house В trying этом to доме fucking гребаные kill me. психи, они меня хотят убить. Послушай, я вот что тебе скажу. У тебя ведь, походу, тоже не все в порядке с головой, а? Kidding me? Вы издеваетесь? Слушай, я уже сказал, у нас недавно пропали несколько человек. Я не могу исключить из подозреваемых чужака вроде тебя. Хорошо, я расскажу вам все, что хотите. Вот так-то лучше. Встретимся в гараже, там и поговорим. Как ему дед шикарно туловку разнесет. Эй, стойте! Дайте мне пистолет. Да ты точно свихнулся. Look, Послушайте, сэр. Помощник шерифа. Точно, помощник шерифа. Вам чего больше охота? Мой некролог почитать? but you want to be a hero and Или save про my life. себя, какой вы герой, что вы меня спасли? A fucking pocket knife? Перочинный ножик? Не издевайтесь. Вот, держи. Больше ничего не получишь. А теперь иди в гараж, живо. Да хуй тебе. Я еще не все обошел. What am I gonna do with a knife? Что мне делать с ножом? А я знаю, что делать. Ага. Так. Гараж после. Давай-ка мы. Отмычечкой, да? Вот это дело. Скрываем к ядрению матери. Ну, тоже неплохо. А ножом что-то еще можно открыть? Я не помню. Вот здесь. Тан-тан-тан-тан-тан. А, тут все. Вот здесь ножом. Ничего, по-моему, да? Отковырять. Да. Потыкали дальше. Угу. Я не знаю, я бы хотя бы вилочку, но с собой бы прихватил. Если что, просто чуваку в глаз воткнуть. Почему бы и нет? Я так понимаю, что отмычка, да. Отмычки у меня больше уже нету. Давай, наверное, еще разок. Сохранимся, чё бы нет. 3 секунды потратить не помешает. Так, там все. Пошли вперед.
Не знаю, насколько было опрометчивое решение прямо сейчас потратить отмычку. Наверное, знатоки скажут то, что я зря это сделал. Так, ну и все, в принципе, да? Да, слушай, а я что-то мне показалось, что в гараж мы гораздо позже должны попасть, типа, спустя какое-то определенное время, там, бегать не по дому, там, и так далее. Оказывается, нет. Потому что в гараже мы будем с дедом биться и первый раз. Да, что-то такое, вот я припоминаю. В каких-то играх сюжет очень хорошо запоминается, как бы ты такой, блядь, точно. И можешь рассказать этот сюжет вообще как бы за раз. А иногда такой, блядь, точно, это было там. Значит, сюжет такой. Я так считаю. Эй, нам надо валить отсюда. Сначала ты мне скажешь, что тут делаешь один посреди ночи. Я? А вы сами? Я на службе вообще-то, так что давай-ка не валяй дурака. Отвечай, когда тебя спрашивают. Вы мне все равно не поверите. А вдруг? Эй, а ну открой дверь. Открой дверь. Можно было подбросить кусочек. Оп. Оп. Ну, по логике вещей он должен был лопатой. Так, бля, я еще убежать от тебя не успел. Так, деда мы, по-моему, деда мы с тачки разнесем. Сейчас я тут полутаю, что тут есть вообще. Я не успеваю, походу. Все, мы на следующем кругу забираем, что там есть. Или я уже взял? Да, я уже взял. Старый пес и новой херне вооружился. Молодчак, а чё? Я успел залезть? Да. Чёрта, победу я. Ладно, полезли заново. Ты чё крушишь, блядь? Лучше беги, сынок. О, пистолет. Я вот не знаю, надо ли в него стрелять? Или может подождать чего-то нам? Понятно, не надо ничего ждать. Я еще там коробочку хочу взять. Я не успел взять коробочку. Старый пес, а? Тарарарам, тарарарам. Бля, опять все заставки эти смотри. Можно как-то скипнуть, нет? Нет. Me? What about you? No, it's my job. Won't you do your job and tell me? Answer my questions. You're not gonna believe me if I told you. Try. Так, ну значит, получается, надо в деда стрелять, пока он катается. Угу. Сразу направо. Расключи. Эпоксидка. Так, давай-ка мы, наверное, на следующем, да, забеге берем сначала ящик разбить. Прямо ящик кольнем, потом ствол возьмем. Так, да, блядь. Дед прям не оставляет шансов. Давай.
You gonna have to do better than that, boy. Ну, он по-любому, короче, не дает тебе, да. Он не дает тебе в тачку залезть. Это в любом случае. Better start running, boy. Блин, 2 патрона просто. А сейчас, наверное, попасть в него еще будет сложнее. Отходим. Терминатор, прям восстание машин. Oh boy. Может, надо куда-то в другую сторону стрелять? Всё? Кстати, с дедом ты чаще всего встречаешься, он тут самый неубиваемый, по-моему, персонаж. Обожженный прям как шашлычок. Пару патронов жалко, конечно. Так, что у нас там по здоровью-то? Желтое. Ладно, я пока не буду. Че? Выберите до центрального зала. Надо как-то из гаража выбираться. Лестница я вижу. Есть еще что-то? Давай вот тут посмотрим. Ладно, я понял. Проверить надо будет. Че не залезает? Внимательно смотришь, сынок. Сейчас ты увидишь кое-что чудесное. Хрясь. Твою мать. Тут они сами себя выпиливают. Вот. Давай открутим, сразу возьмем. Все равно он за нами бегать больше не будет пока что. Идем. Статуэточка быка. Подожди, блин. По-моему, там ход какой-то был. Вот сюда что-то можно же было взять тут, нет? Там с края, блядь, ну ладно. Гильза. Это, по-моему, от дробаша. Вот тут. Если пройтись, по-моему, тут ничего нету. Короче, ладно. Короче, пошли. Долго у меня вообще экран-то будет залитый постоянно кровью. Надо, видимо, побегать, да, чтобы он слетел. Так, все, да? На нож переключаемся обратно. Гараж. Спасибо, Кэп. Так, ну все, мы в основную часть дома наконец-то перебираемся. Сколько, интересно, пунктов меню сразу же отхиливает, если ты используешь одну аптечку. Лишних просто неохота заливаться лишний раз. Дорогая, я дома. Ну, это прямо отсылка на первую часть. Берешь дробаш, все открывается. Ну и наоборот. Открывается, закрывается. Так. Еще одна бокситка. Короче, я сейчас еще одну траву какую-нибудь найду, и тогда уже крафтить можно и похилиться. Картина под названием «Охотник в небесах». На ней изображена собака, которая смотрит вверх, пылает.
Тут надо перспективу, короче, орла поставить. На перспективу смотреть, чтобы он отражался. Ну, в смысле, тень накидывал. За 2 года пропали без вести более 20 человек. Капитан Хауэлл из полиции штата сообщил репортерам о начале поисков Хелен Биткиф, студентки колледжа из Северной Королевы, которая направлялась в Лузиану. Последний раз ее видели вечером 21 числа этого месяца. Последние 2 года резко возросло количество сообщений о пропаже людей на юге Луизианы. Большинство пропавших туристы или бродяги. Считается, что уже пропало не менее 20 человек. Полиция подозревает, что они убиты и считает, что эти случаи могут быть взаимосвязаны. Разработаны планы по выделению дополнительных следователей и проведению дознаний на местах. Я так понимаю, дополнительный следователь, это которого сейчас не так давно полбашки снесли. Маятника часов. И это был. Это задолбали, а? Did my daddy give you a hard time? Тебе улетел от папочки? Это твой отец? He used to be. Когда-то был. I'm sorry, but Ты извини, он вроде как покойник. You just Может, left у тебя me и before the получится. what? Что? Что получится? There's something I need Мне нужно you от to тебя do. кое-что, но я не могу сейчас все объяснить. You may need some sort of keys to Выберись do из it, дома, but найди find a ключ, way если out of the house. потребуется. Okay. I'll be in touch. Потом поговорим. Не вопрос. Сейчас все найдем. Так. Чтобы из дома выбраться, нужно 3 башки собаки собрать. Давай-ка мы заглянем сначала во всякие 5 монеток. Ну, такие монетки там надо будет втыкать. Порох. А вот порох мы, короче говоря, с эбоксидкой мешаем. И у нас типа ништяк. Shoot me. Стреляй в меня. Это ачивки выбивать. Не вижу смысла даже и одного патрона на эту фигню тратить. Делать что ли нечего. Потому что что тут? Я думал, семечек нагрызан. Потому что патронов тут не очень-то много. И они пригодятся. Так, ладно. Давай мы, наверное, что? Аптечка, в принципе, есть. Давай мы скрафтим, короче говоря. Где порох? Вот. Давай скрафтим, короче говоря, порох. Угу. 10 патронов есть. И одну аптечку тоже скрафтим. Вот. Одним слотом побольше стало. Можно, в принципе, маятник пока отнести, потому что наверх не обязательно, в принципе, подниматься. Там... Не, ну там, конечно, может быть что-то полезное. По-моему, там сейчас все закрыто. Эвелина, 2 мая, 14 год. Окей. Сюда нужен ключ змеи. Ну, с какой-то аббревиатурой или что-то в этом роде. Ну, бабка тут угарная. Я всегда, кстати, ждал то, что она будет двигаться. Она просто перемещается по дому и все, и ей никаких забот. Я бы ее порепал. Сюда, старая сучка. Да, я даже к ней действий никаких не могу применить. Ладно. Давай, наверное, пожрем, да, одну аптечку-то. Ну, получше видно будет. По-моему, рановато сюда идти. Давай, короче, почистим маленький инвентарь тем самым, что бахнем, короче говоря, маятник на место. Сейчас же по-любому сталкера никакого не будет за мной бегать.
Ау, я случайно выстрелил. Голова собаки. Окей. Больше ничего тут не выпадет. Жадные уроды. Кстати, что там у нас? Надо как-то поаккуратнее с инвентарем, чтобы лишних патронов не выпускать. Я вообще аккуратно. Так, первая собака пошла. Ну, естественно, тут все закрыто. Блин, на монету. Можно монету еще выложить. А ящик где? Ящик где-то вот в этом коридоре у меня с лутом. По-моему, по прямой он был. Ага. Монеты тут так чисто. Пригодятся. Или как? Ключ от автомобиля. Я не думаю, что он мне сейчас прям нужен. Дробовик мы тоже не сразу найдем. Че это они, дураки, что ли, в первый час игры дробаш тебе давать? Так, ну, траву давай, да, тоже выложим. Вот. Уже лучше. Можем даже сохраниться. Так, ну и все. Потыкали, короче, наверх. Посмотрим, чем там поживиться можно. Тут ключ со скорпионами нужен. Естественно, все на скобы захреначено. Я не помню. Надо, ну, есть ли резон вообще вот в эту люстру стрелять? Но это было бы неплохой отсылкой. Может, это хобби папочки? Может быть. Но, кстати, я бы такой шлем бы вполне напялил бы. Не считаю это зазорным, когда вокруг такой трешак происходит. Можно и в таком шлеме побегать. Безопасность превыше всего. Так, давай. Я нож. Так кольнул, как это, как девочка маленькая. Отмычка нужна. Кто-то болтает вот с левой стороны, внизу. Так. Здесь по-любому же. Нет, слушай, а тут открыто. Ладно. Комната еще со змеей. Ну, это, в принципе, это отсылка на первую часть. Каждая комната у тебя будет с чем-нибудь. Ну, с каким-нибудь ключом там. Я имею в виду важные какие-то комнаты. Так. Ага. И вот я, получается, вернулся назад. А тут у нас уже груты будут. По-моему, до грутов надо еще подождать маленько. Они чуть позже. Деревянная статуэтка. Вот. Сейчас мы эту статуэтку... Как же это все отвратительно. Сейчас мы эту статуэтку приладим на перспективу на первом этаже. Говорю, вот то, что вот что-то припоминается, а что-то вообще хоть не в зуб ногой вообще. Какие-то основные вещи
Помнятся какие-то, нет. Как работает у нас, да, избирательная память? Ты можешь помнить событие, которое произошло, допустим, лет 5-10 назад, а не помнишь, которое произошло пару дней назад с тобой. My little girl is getting Это нам дарят все мои крошки, и он всегда со мной. with me always. Дид нам сказал то, что, короче говоря, As you can see, the family это дар. gift. Да, ему кассетку заодно утащил, блядь, я не успел. Пошел в очко. Давай, 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 цыпа, цыпа, цыпа. Что-то вытяна скорость какая-то, я не знаю. Второклассненько. Here I come. А вот и я. Ну, давай, наверное, пока сюда сходим. Коль такая пьянка. Так, 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 так. И вот это вот дело мы вот сюда ставим. Пока я тут этого орла кручу, до меня по-любому сталкер доебаться не сможет. Почти. Надо как-то... Что-то такое. Ой. Зеркалки надо. А ну-ка. Так. Рядом. Чуть как-то вот поточнее бы. Что-то не хватает, по-моему. Нормас. И чё? А, ну тут какая-то или библиотека, или какой-то спуск куда-то, да? Builds this shit. Кто построил эту херню? Кстати, дед уже за мной не ходит. По-моему. Ну давай посмотрим, что есть. Давай. Каминчик. Есть что-нибудь? Никаких секретов. Криповая коробка, кстати. Подсохла уже. Психостимуляторы, чтобы найти предметы. Я вот не знаю, часто надо этой херней пользоваться. По-моему, я вот что-то не могу припомнить, чтобы я прямо жестко сидел на психостимуляторах. Что патроны? Не, ну слушай, прям патроны дают. Потом, наверное, перестанут это резко делать. Но пока они есть. Сортир. Туалет типа сортир. Мэ и Жо. Здрасте. По-моему, если использовать психостимулятор, можно, по-моему, найти отмычку. Можно типа найти отмычку, короче, и скрыть вон там вот коробочку. Такое. Угу. Пороха я пока не находил. Давай, наверное, траву мы скрафтим. Чё? Нельзя использовать. Да подожди ты. Старина. Ты мне мозги делаешь. О.
Неужели? Крафтим с этой вот хреновиной. Посвободнее инвентарь пригодится. Сейчас, по-моему, что-то же по-любому еще возьмется. Квестовое. Это Мия. Похоже на детский рисунок. Любимые записочки. 14 июня. Отдыхающие муж и жена. Муж — это успех. Он 12-й по счету. К сожалению, жена не пригодилась. Так что придется от нее избавиться. 7 июня. 3 студентки. Они протухли. Придурок Лукас все испоганил. 13 августа. Бездомный. Обращение заняло 3 дня. Он 13-й по счету. Это, наверное, то, что получилось. Похоже на этот... Как его? Бабы-то ходят на УЗИ. Вот эти однотипные фотографии. Похоже, это все те, кто пропал без вести. На УЗИ тоже как бы не посмотришь, короче. Показывают УЗИ там в фильмах или еще где-то. Блять, нихуя непонятно. Что они там видят вообще? Говно это можно вытряхнуть? Это просто подъебка, я так понимаю, да? Снова монет. Там что-то 20 монет собираешь, там в копилку потом закидываешь, все открывается, все классно. Ну... Что-то вот где-то на полке, по-моему. Какая-то нычка тут есть. Ну-ка, давай попробуем ножом долбануть вот сюда. Да? Нет. Не очень хочется психостимулятор тратить. Ну ладно. Раз уж он так вот тут очевидно положен. Порох. Нормас, только у меня эпоксидки нет, по-моему. И там. Ну тут до хрена предметов, слушай, которые валяются. Которые очень очевидно, не очевидно тут спрятаны. Это даже не здесь. 3 гильзы. Неплохо. Я заметил бы. Он вообще мне во всем доме эти приколы показывает. Ну, понятно. Только это все не открыто. Да, зря я, короче, психостимулятор долбанул. Надо было потерпеть. А, не то. Может, еще что-то в этой комнате я пропустил. О, Грут. Погоди. Погоди. Грут у нас самый веселый. А не хочет немного от него отползти, допустим? Ну-ка, давай попробуем с ножом тебя. Ну такое себе, конечно. Угу. Но есть, в принципе, немного смысла атаковать их ножом.
Жалко, эпоксидки нет. Короче, груты такое себе, как обычно. Я помню то, что вот они какие-то вот не очень такие противники. Только патронов-то ушло до хрена. А потом их будет штук по 5 на тебя нападать. Все? Больше никто не влезает? Там экран красный. Я же вроде нормально нахилился. Угу. Брать тут тоже больше нечего. Что-то из комнаты в комнату я куда-то пиздую постоянно. Как бы я это раньше времени не начал делать. В смысле, мне может сюда рано. Хотя меня бы не пустили, если бы. Тут у нас комната сохранений. Что и требовалось доказать. Трунь. Трунь, трунь. Дорогая Кортни, эти сволочи ищут меня, но возможно ты так сможешь выбраться отсюда. Эти барельефы в виде собачьих голов. Одну из голов я видел в секционной в подвале. Возьми ее, этот ключ к свободе. Окей. Со мной что-то не так. Возможно из-за того, что они накормили меня этой гадостью. Если мне суждено умереть, буду драться до конца. Доберусь до дробовика, который я заметил в комнате. Они пожелают, так что... Они пожалеют, что так со мной обошлись. Тебе надо выбираться отсюда. Я люблю тебя, Кортни. Целую, Трэвис. Отдыха и тогда. Так, ну что тут можно, короче говоря, монету выложить? Кассету. Наверное, патроны для дробаша выложим. Порох. Порох явно пока не нужен. Ну и это тоже. Кассета у нас, в принципе, квестовый предмет, так что она может пригодиться. Да, нечем тут скрывать. Уж извиняйте. Так. Вроде ничего не пропустил. mr.тостер. Лет 3 часа день минералку как склянки в Диабло пью, все не отхилится никак. Третий день минералку. Я вчера на минералке посидел тоже. Если минералка не помогает, самая тема супчика влупить. Так, я что-то припоминаю, то что вот тут вот, короче говоря, много-много грутов. И сюда лучше идти, я помню, что шел сюда именно за дробашом. Поэтому не будем торопить события, вернемся назад. И попробуем ковырнуть вот этот квест с кассетой, короче. Дедом. Вот там вот комната с бильярдным столом. Чуть-чуть, по-моему, рановато я ломанул туда. Потому что в подвале я помню то, что до хрена грутов. Они прям лезут с разных сторон. Угу. Деда пока нет. Where's my little Ethan? Где мой маленький Итан? А где мой маленький дед?
Деда. I'm an old man. Птичка у нас, но мы долго будем бегать и туда-сюда. Может его везти куда-нибудь подальше. Надо вообще посмотреть, что тут можно собрать такого полезного. Монета. Хуета. Блядь. Я так понимаю, что это ненадолго его. Если я буду стрелять ему по башке, это ненадолго его только затормозит. Значит, как вариант, пиздец, один удар, короче, и тебе опять типа можно хилиться заново. Уёба, блядь. Ладно, подождем, короче. Пускай вниз идет. Либо когда он сейчас будет там только чисто поверху ходить. Не хочет. Блин, крутится прямо возле квестовых предметов. Ну, я не знаю, в рожу ему нашмалять пойти. This is all too fun. За мной почему не выходит в коридор? Угу. Он, короче, активничать начинает. Once family, always family. Он начинает активничать, когда ты заходишь только сюда. И ничего с ним не сделать. Давай попробуем ему в рыло накидать патронов. Ну, кстати, хз, если, блядь, перемещаться на картах, может быть, типа, ты меньше шумишь, и поэтому... Yeah, piggy, piggy, piggy. Он говорит, свинка, свинка, хули ты мне пиздишь, тут цып-цып. Цып он не говорит. Так, вот еще башка. Это хорошечно. Надо бы кассетку посмотреть, я так думаю. Ладно. Все равно за мной не побежит далеко. Можно пойти башку, допустим, воткнуть, почему бы нет. Что за подвесончики такие подозрительные? Так, окей. Да ладно, он что, с коридора вышел? I'm gonna squash you like a bug. О, Hope Marguerite didn't hear that. давай, 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 давай. В принципе, пока скрипт работает, можно успеть кассету уже посмотреть 10 тысяч раз. Как-то так. Мия. Итан, please watch this. Короче, Итан, посмотри, пожалуйста, это. Итан, если ты это найдешь, я знаю, что не могу ни на что рассчитывать. После всего, что произошло, что я сделала. Я должна тебе сказать, это была не я. Я не знаю, что случилось. Тебе столько нужно понять. Вот ты где. Ну и напугала же ты нас, девушка.
Угу. Примерно вот отсюда она больше меня не поймает. Примерно отсюда у нас начинается вторая половина игры. Там где бабка с пауками, там какой-то замес. Бабка, вот как раз ты ее убиваешь вот в этом вот сарайчике. Ну, не сарайчик там. Это типа вот загородные пижни. Но я помню этот момент более-менее. Опять же, ключи нужны. Тут мамочка. Вот здесь какие-то ульи висят. Что-то такое вот. Прямо вот на этой точке. Ты у меня в печенке, в моей печенке сидишь, мразь. Надо, чтобы, наверное, бабка тебя не поймала, я не знаю. Хотя, разницы никакой. И бабка в любом случае должна ее поймать. Марш в свою комнату сейчас же. Я думал, это видео. Как можно на видео, блять, умереть? Что за хуйня? Так, отсюда мы топаем. Бабка тут появляется. Отсюда мы никак. Значит, назад. Значит, нужно спрятаться. Зачем ты со мной так поступаешь? Чем я заслужила такое отношение? Тем, что пустила и накормила тебя? Открывай дверь. Чуть не спалился. Странная ты какая-то. Это же дар. Ну вот сами и пользуйтесь. Угу. Это мы тоже будем потом на перспективу вращать. А мое будущее оружие в виде огнемета. Как-то же можно, по-моему, нет, не слинять. Прятаться надо. Я не знаю, она заметила меня, нет? Она заметила. Зачем, я не понимаю вообще? Они этим время тянут. Какой-то стелс, блядь, во время просмотра видео. Нахуя? Ну, кстати, я думал, то, что я спрятался. Давай вот сюда спрячемся. По идее, мы должны до двери ходить и открывать, чтобы мне предоставлять пути. Если, короче, она меня опять спалит, то можно спрятаться вот за этой дверью. Я знаю, что вы с Зоей что-то... Я думаю, я не знаю, что вы хотите сделать с этим парнем, Итаном. Так, она сейчас типа попиздит. И уйдет. Открыв куда-то дверь. Нет, 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 не подходи. Да ну, сейчас спалит. Так, где стоишь, сучка мелкая? Значит, за дверью надо мучиться. You died. Не совсем понятно, что они от меня хотят просто. Надо типа дождаться, чтобы она ушла с этой комнаты. А потом мне выходить и идти за ней. Потому что, ну, вот тут вообще прятаться просто хуйня.
Давай тут постоим, я не знаю. Огнемет она явно не подбирает. Давай потупим. I know you and Zoe are plotting. I know you were scheming. You think I don't know what you want to do with that boy, Ethan? Короче, бабка ходит и рассказывает наши дальнейшие планы, да? Потом она уходит с этой комнаты. Резко вот тут поворачивается. No, don't come over here. Все равно возвращается. Ну, по идее, вообще, она типа не может меня просто за этой дверью увидеть. Если, конечно, она за нее не заглянет. Там за бочками, наверное, вообще было просто не вариант прятаться. Кстати. А мы вот так хуяк, и все, проходим. А, вот эту дверь, единственную, которую она открыла. Чего не открывается-то? Жопа. Почему дверь не открывается? I'll feed you to my babies and fertilize the garden with what was left. Ну ладно, короче, он там что-то скормит. Ну, в общем, угрожает. Может, дождаться надо, пока на дверь тут откроют. We open our home. Мы открыли тебе двери нашего дома, открыли наши сердца. And what do you И что в ответ? Оп. Может подождать, пока она вообще отсюда выйдет. Бля, ну она же может и отсюда выходить. Открывает она эту дверь, но я не слышу ни щелчка замка, ни хера. Почему сюда не попасть? Будет глупо, если она отсюда вот выходит вообще. Тупо она выходит и, получается, мне в спину упирается. Но я-то, блядь, ни одну эту дверь открыть не могу. Давай попробуем, хер знает. Опять закрыт. Судя по свету, бабка там. Но это не точно. Ходов здесь немного. Серьезно, это надо было, короче, крутить, пока она пока она тебя не видит, да? Кто ж знал-то? А я думал, что надо Итаном сюда, но Итан по-любому здесь ходит. Так. Ну, по идее, сейчас этот паук на перспективу мне должен взять и открыть дверь. Как-то вот так, по-моему, да? Да, нормально, подошло. Там главное покрутить так, чтобы приблизительно это было. И сойдет. Все, попиздили. Ну как же без скримеров, бабка должна здесь вылезти. Вроде как. Просто тупо по логике вещей здесь должен быть скример. Да? Он отсюда выходит. Что мешает? Сохранение прошло. She loves you.
Она любит тебя. Она хочет, чтобы мы... Да, блядь. У тебя. А, блядь, она даже отсюда тебя догоняет. Ладно, тогда будем ждать, пока она мимо не пройдет. Короче, первую часть игры ты просто ныкаешься от сталкеров. И все. Вот и вся любовь. Давай будем ждать. Значит, по прямой должна так вот пройти, а мне вон туда. Угу. Мне надо выйти сначала отсюда. Вот, чтобы стригерить ее. Потом залезть обратно и стоять. Все, что от тебя требуется, это, блин, принять ее дар. Все? Не, она еще тут. Любит тебя, как ты не видишь. Прими нас. Тебе непременно. Вот сюда можно. Ништяк. Нет, 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 ты не пытайся даже, мать твою, избежать наказания. Уходи отсюда, милочка. А выхода отсюда нет, милочка. Ну, что? Похоже, до детали от чего-то. Что дальше? Хорошо, детали от чего-то. Куда ты собралась? Итан, пожалуйста, помоги. Все, загнали ее домой обратно. Конец пленки. Бля, интересно, дед сейчас будет так же за мной носиться или нет? Мия, что они с тобой сделали? Не, ну слушай. По крайней мере, дед, который бежал прямо за мной, вроде не слышно. Так, что тут еще можно туда утащить? Сообщает о надвигающейся буре. Несколько лет назад мне пришлось потрудиться, чтобы устранить последствия бури. Наверное, надо укрепить окна и прочинить крышу. Может, Лукас мне подсобит. Вода наконец-то сошла, но наш основной дом не пострадал, а вот старый дом сильно поврежден. Лукас все не умеется насчет большого корабля, который выбросило в поток реки. Если это правда, надо бы сообщить вокруг. Завтра пойду и сам посмотрю. Это, я так понимаю, дневник деда. Подпись деда. Маргарита, перемести мерзкого хиппи, которого мы поймали из зала в зону обработки. То есть есть записки, когда они, короче, были бешеными, а когда они не бешеными, я так понимаю. Потом чуть не пропустил. Короче говоря, ну с этой комнатой я думаю, что все. Что можно, я уже смотрел. Давай дальше по коридору пройдемся. Так, тут комната со скорпионами. Там еще, по-моему, спуск вниз. В ванне я был. Здесь тоже все осмотрено. А здесь, по-моему... Да, ты падаешь, короче... Вот здесь вот проход в гараж. Порох, монета... Что там, раздобудьте дробовик. Возьмите собачью голову в секционной.
Знать бы, что такое, у них секционное. Угу. Есть эпоксидка. Давай-ка мы сразу же скрафтим ее вместе с порохом. Лучше побольше патронов. Так, окей. Мышки, естественно, хуй. Бля, ну правда. Что же делать-то? Секционное. Что такое у них, блядь, секционное? Вот тут только что я был. Это у нас один вход в эту же комнату. Так, а тут получается, если на бабуля дробашом в той комнате есть дробовик. Нужен типа количество скорпионов. Вот что мешает? Просто взять и сейчас вот отстрелить бабулькин нос. Как-то в эту комнату попасть. Я так понимаю, старый сейчас за мной вообще гоняться не будет. До определенного момента, который должен его стригерить. Понятно. Тут, короче говоря, и все. Нужно вниз спускаться. Нам же сталкер двери не открывает, правильно? Он типа сам по себе ходит. В принципе, кроме грутов, короче, в комнату, подвал туда, пока что у меня больше идей нет. Монета, пару хилок. Че? Потом внизу шарается. Так, и как я в комнату грутом попадал? А, первый этаж. Комната, где вот эти вот на перспективу, короче, всякую дичь смотришь, да? Бля, ну что делать? Больше, по-моему, ходов нету. Ни одного ключа у меня с какой-то там птицей, там, ну, птицы, змея и скорпионы, короче. Это единственные животные с ключами, которые нужно надыбать. Таких ключей нету. Квестовых предметов тоже, кроме кассеты, в принципе, ни хрена. Монеты это вообще не про токены. Мычек тоже нихуя нету. Ладно, пойдем туда, что делать. Надо только сохраниться, да и все. Калишку выложу. Ну да. Кассету тоже можно. До свидания. 4 травы. Ладно, давай, короче, пока так попробуем. Если нет, тогда еще и травы придется за собой захватить. Даже новое сохранение, почему бы нет. Сейчас будем грутов шатать. Я, говорит, твой дом, грут и шатал. Ноги, блядь, надо вышибать.
Тут он как-то аккуратненько их открывает. Так. По идее, в конце вот этого подвала я должен найти третью башку собаки и выбраться отсюда на улицу. Поэтому повнимательнее надо смотреть. Вот это вот все. Слушай, ну тут груты нормально основались так. Как Шрек в болоте. Опа, прилетело маленько. Давай-ка мы, наверное, хиланемся и попробуем этого пидора ножом закошмарить. Просто интересно, насколько я могу его борзо атаковать. Может, мне, блядь, и пистолет нахуй не нужен. Коль такая пьянка, а? Ладно, ну давай хоть для приличия там пистолетом побегаю. Ну, я думаю, вполне нормально, типа, пару раз самострельнуть в башку, а потом ножичком добивать. Слушай, ну если с ножом можно будет много доносить дамага, ну, как бы, если он ножом будет справляться. Нет. Можно еще раз попробовать. Просто если он будет хорошо с ножом справляться, то можно просто взять и хорошенько экономить на патронах. Че, нож-то не достал? Достал? Ну-ка. Грут. Иди-ка сюда. Они медлительные. Угу. Неплохо бы от этой атаки уходить. Угу. Пробуем еще раз. Я не успел покилиться. Бля, есть что-нибудь типа горячие клавиши? Улучшенные пистолетные патроны носят повышенный урон для смены, да. Попробуй мне еще, блядь, найди улучшенные пистолетные патроны. Вот это дело. Попробуем еще. С ножом так куда экономичнее, конечно, грутов разматывать. Если на каждого, блин, по 30 патронов тратить. Ну такое себе что-то. Что-то он меня в этот раз покоцал. Ну, где хилки-то? Вот, блядь, сейчас бы поставил себе в быстрый слот это говно. Которое, блядь, просто не выбрать. Давай полечимся. Зеленка.
Короче, нож, в крайнем случае. Давай, 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 выбирайся. Вот атака у него длинная есть. Когда он просто бежит на тебя. Еще и закрывается, сука. Готово. Много патронов входит. Так и хилов. Лукас, я поймал парня, который все пытался сбежать, запер его в левой печи для кремации, так что теперь ему не выбраться, вытащи его, как будет готов. Ты ведь знаешь, как там открывается дверь, верно? Просто запомни, 3А и отпечаток руки. А с девкой делай, что хочешь. Угу, хорошо. 3А и отпечаток руки. Погоди, сейчас мы все откроем. Порох. У меня, по-моему, и бокситки нету. Если неверно открыть, то, по-моему, вот отсюда вылезает груд один. 3А. И отпечаток руки. Подожди, еще раз. Причем тут 3А, что-то не понял. Первое вот это. Так, 3А. Отпечаток руки вот здесь. Даман 72. А привет, круть, это лучшая часть Ризика. Здорово, Даман. У меня так самое лучшее, это, короче, ремейк второй части. Как же она открывается? И отпечаток руки. Ну вот отпечаток руки, допустим, я открыл. Вот. Отпечаток руки и первая с края. Даман 72. Ну да, на одном месте. А этот, сука, серьезно меня долбанул. Так он меня сейчас и завалит, чё? Понятно. А, я еще живой. Ну, допустим. Какая-то странная система дамага, короче. Ладно, похуй, все равно продул. Чё интересно, я вообще туда полез? Ладно. Я говорю, то, что здесь надо вообще с дробовиком бы желательно. До него не добраться нормально. Даман 72. Я первый раз вижу такое, с ногой 2 раза проходил. Я вот тоже один раз проходил, я с ногой не видел такой штуки. Может быть, это обновление какое-то?
Я вот не знаю. Команд 72. Раньше такого не было, я с дробовиком уже был в морге вроде. 3 патрона, и груд лежит. Я вроде тоже, когда первый раз проходил, по-моему, у меня тоже был дробовик к этому времени. Но сейчас почему-то его не взять. Типа рано, что ли, я не знаю. Полезки груд, а? Ну давай, давай. Похилимся. Да, стреляет, бля. Твою мать. Это какая-то пизда вообще. То есть они тебя могут ударить 3 раза. Иногда почему-то они тебе позволяют ударить, ну, тебе позволяют тебя, чтобы треснули 4-й раз. Но типа ты сначала должен взять и доползти до своей ноги, забрать ее, использовать аптечку. Это странно. Так, ждем его тут. Так, вот сколько он мне раз? 2 раза он меня долбанул. Ну, давай похилимся. Тут у нас 2 грута. Если удачно попасть, то... Вот с тем я хер его знаю, что делать. Блять. Много. 4 патрона лишь. Так, вот это открываем. В принципе, можно дважды ему долбануть ножом, пока он встает. Даже побольше. Да пиздец, тут петушара. А че он такой дикий-то? Пизда какая-то, я вообще ничего не вижу. Я даже не вижу, куда съебаться. Короче, пока он встает, надо будет ему дамажить ножом, потом добивать его в коридоре с патронов. Команд 72. У тебя лечилка есть? Парочку. Ну, парочку аптечек есть, короче. Еще наверху там пару травы имеется. Дело в том, что он лупит довольно-таки серьезно. И хотелось бы менее, скажем так, травмоопасно пройти момент этот.
Так, вот тут я второй выстрел явно не попадаю. Вызнает, попал, нет? Думаю, что да. Так, давай переключаемся на нож. Патроны. Каман 72. В голову стрелял. Логично, что в голову. А как иначе-то? Все, и текаем. Раз в 6 я ему долбанул. Пистолет ты не хочешь выбрать? Ну да. Блять, вы серьезно? Сука, его носит во все стороны. Нахуй. Надо ножом его подрезать еще. Нет? Ну ладно. Сейчас посмотрим вообще, что там валяется. Может, дело того не стоило. Порох я забрал. Вот, ключ от секционной. Это где у нас дробаш, по-моему, лежит. Его можно как-то осмотреть? Угу. Секционное, это понятие, конечно, растяжимое. Знать бы теперь, где это секционное находится. Может, где-то тут. Заперто. Каман 72. Не в морг надо пролюбить идти. Там типа вот по заданию написано: возьмите собачью голову в секционной, раздобудьте дробовик. 2 головы я нашел. Надо вспомнить, где это секционная. Тут сейчас народу тоже будет вагон на тебя нападать. Хер знает. Ну давай назад вернемся, посмотрим, может быть куда-то ключ пригодится. Каман 72. Двери через меню открывает, если что. Я уже и забыл, блядь, как это делается. Давай посмотрим. Да, делаем. А так он не использует, типа. Ключ на бирке, которая написана секционная. Что, блядь, такое за секционная? Не говорите, что сейчас еще дед будет носиться. Это явно не секционная. Каман 72. Не подходит к замку. Ключом я имею в виду и дробовик можно взять. Я свой реплей смотрю, я их дробашем гашу уже. Я вот тоже думаю, что я рано сюда пошел с пистолетом. Но Каман 72. Карта есть, секционная, посмотри. не подходит к этому замку. А бабка у нас сидит там на 2-м этаже. Бильярдный стол. С этим понятно. Я сам дробаш уже видел, короче говоря. Через стекло. Но там же ключ там вроде что-то с пауком должен быть. У нас всего в игре вот здесь, вот в этом доме 3 ключа. Ключ со змеями, ключ со скорпионами и ключ с этими, с воронами.
Ёбаный Роман урод. 72. I'm gonna Бабка не squash you тронет like тебя. a bug. Бабка-то не тронет, это понятно. А вот этот пидор он меня уже достал. Пиляться хуй чем есть. You're part of the family now. Я в таком состоянии от него просто не съебусь. Наверное. Ладно. Короче, вот. Тут бабка. Бабка, точнее, вот тут. Даман 72. Надо найти сломанные дробыши и поменять их местами. Сломанный дробаш вот здесь. Ну, так мы делали в первой части. Не подходит к этому замку. Нужен ключ со скорпионом. Что такое секционное, я что-то вообще в душе не ебу. Ethan! Причем я проходил эту парашу. Я не помню, блядь, как тут действовать вообще. Да, вряд ли, конечно. Тут отмычками эта штука только открывается. Как и в оригинале первой части. Ты втыкаешь дробовик, Даман 72. меняешь А дробовики чего ты местами. на английском играешь? Она же и с озвучкой. Не знаю, в Steam без озвучки просто подается вот именно такая версия игры. Субтитры, озвучки нет. Ну, как говорится, не нравится, не бери. Четвертая часть, что странно, тоже, блядь, без озвучки и без субтитров. Она полностью на английском языке. Хотя четвертой части сколько лет-то уже надо. Могли бы, блядь, и перевести. Хуй, нету тут ничего. Даман 72. Посмотри в настройках. Я посмотрел в начале игры еще. Нету нихуя. Там только французский, японский, короче, все, блядь, языки, только кроме русского. Если ты русскоязычный, как говорится, хуй соси, губой тряси, блядь. Как это в Стиме обычно бывает. Максимум субтитры и привет. Так. Даже вот сохраняться не вижу смысла. Ключ от секционной. Ключ, на бирке которого написано секционный. Даман 72. Плохо. Озвучка огонь у нее. Я вот не помню, когда я покупал версию на 4-й плойке, была ли у меня там озвучка или нет. Что-то не могу припомнить. Вот что такое секционное, блядь, это что-то какое-то вообще. Может быть, это какая-то типа трудность перевода, я не знаю. Даман 72. На карту глянь, где секция. И как бы все. Zoe, anyway. Ебаный пидор даже посмотреть не дает. Знаешь, что я думаю, то что секционное это все-таки там где-то. Вот именно в том подвале. Нету карт на карте секционной никакой. Можно еще раз посмотреть. Чисто для проверки. Центральный зал. Это у нас, короче, получается, если ключ тут, значит тут... Кстати. Ну все верно, да.
Ключ это с собаками то, что. Гараж, прачечная. Ну и все, никакие больше тут комнаты не обозначаются. Потому что я в этих комнатах не был. Мне в них не попасть. Все. И сначала надо будет туда сходить, как я шел. Шел я типа получается правильно. Разъебать там весь подвал вот этих грутов. А потом уже двигать за дробашом. Обида в том, Роман что их там 72. будет до хрена. В комнату для припаривания иди. Комнату для чего? Припаривание. Это что за комната такая? Комната припаривания. Что за комната припаривания? Даман 72. Только там босс, а у тебя дробыша нет. Вот. В этом и заключается парадокс. Дробаш не взять. Есть один ключ, который от какой-то нахуй секционный. Явно не от дома ключ. Даман 72. У тебя струнная версия переведено не так. То есть это не секционный, да, ключ? Я не знаю, я эту хуйню в Стиме покупал. Насколько она достоверна, как бы это все к этим. Карта зоны обработки. Котельная, вот тебе и секционная. Я же говорю то, что я правильно шел. Сокращенный путь, короче. Так, ладно. Кепаем, короче говоря. Угу. Даман 72. Короче, все реплю других людей уже с дробашами странно. Так вот, смотри. Я нашел тут отмычку. Я нашел тут ключ со скорпионом. То есть фактически мне сейчас, совершенно не деформируясь, надо взять и съебаться назад. Я думаю, даже похуй на этого грута, который там за мной несется. Даман 72. А ну все, норм нашел. Ну, видишь, просто, ну, чуть-чуть дальше надо было поискать. Мы вот тут сохранимся, пожалуй. И попробовать упавшему груту надавать по еблищу. Вот именно с ножа его попробовать завалить. Хочу минимальное количество патронов потратить. Потом же все равно в этот подвал надо будет идти. По-моему, я так от него бежал. Где-то он должен быть.
Вот тут самый замес. Я помню. Угу. Здрасте. Но он меня ёбает. Потому что коридор узкий. Команд 72. Давай дальше, еще много будет приколов. С Джеком в подвале будет эпик битва, так что держись, надеюсь, на сложном играешь 0. Я играю на обычной сложности. Просто обычная. У меня только выбор был либо легко, либо обычная сложность. С дедом, да. С дедом было сложновато. По мне. Вот это единственный сложный босс в этой игре почему-то. Это первый дед. Его, блин, хер завалишь. Он это, как его... Борис, хрен попадешь, короче. Я с ним много попыток с ним потратил. Но ничего, я его завалил. Какие в итоге? Самый, наверное, легкий босс это все-таки, по-моему, мамка, которая в паука вам превращается. Так, ну давай, наверное, траву бахнуть, да? Угу. И вот это вот ценно. Тут спрятано кое-что, если... Да, дед, это мощь. Угу. Давай-ка мы это дело рассмотрим. Ну, это камин, короче, в комнате с оленями. Тут спрятано кое-что интересное, найди, если сможешь. Я думаю, есть ли для зон еще тут гулять. О. Ну и в принципе все. Да? Че ниже? А еще ниже, по-моему, ты спускаешься как раз к босс-файту, да? Вон тебе патроны. Вон тебе стимуляторы. И здесь у тебя уже ключ типа должен быть от змеи с собой на руках. Все понятно. Короче, что? Сейчас двигаем за дробашом. А так, в принципе, подвал, кроме одного закутка, так-то пройдем. Ладно, давай в дом, короче. Бля, ну тут дед тоже может покоцать. Ключ у меня со Скорпионом. Там, по-моему, таких дверей у меня находилось... Да, вот первая. Чё? Это срезка стопудово. Срезка. Угу. Первая дверь. Сейчас к камину надо будет подойти. Я не знаю, там, как надо ли использовать ключ сам. Точнее, фотографию. Ну вот этот камин. О. Стероиды. Не совсем уверен, что они мне нужны. Ну ладно. Маленько сократить бы путь. Ну давай быстрее, что ты еле бздишься? Так. По идее, вот в этой части у меня вообще никаких ключей там не встречалось. Со Скорпионом. Здесь у нас ключ со змеей. По-моему, единственный ключ со Скорпионом остался вот только здесь. Here I come. Но не минуты покоя.
Сука, он быстро еще бегает. Давай его подальше немножко отведем. You're gonna have to do better than that, boy. Че, где он? Don't worry, I'm still here. Ну, блин, я не знаю. Даже он вряд ли пойдет. Так там он может возле двери прям тусоваться. Ладно, сейчас попробуем до бабки по редкому набежать. По идее, вроде это все. Ну, в смысле. Мне хотя бы напишут то, что ключ от Скорпиона. Where the hell you think you're going to, son? Я, наверное, не взял его, да? Ладно, вы пока пускай он не ищет. Так, дорогая мисс Бейкер, как вы себя чувствуете? Вы уже давно не приходили к нам на обследование. Спешу сообщить, что мы изучили ваши рентгеновские снимки. Темные места в области головы, это какие-то грибковые образования. Похоже, это какой-то вид плесени. Галлюцинации, посторонние звуки, которые вы слышите, могут быть вызваны этими образованиями. И если симптомы вызваны грибковым паразитом, следует его удалить. Пока не поздно. Не хочу вас пугать, но меня серьезно беспокоит ваше здоровье. Не медлите, приходите в больницу сразу, как прочтете это письмо. Настоятельно рекомендую вам пройти дополнительное обследование. Я сейчас, наверное, письмо это закрою, короче, он сразу же даст мне по башке. Так, я могу эту дверь как-то закрыть? Ну да, слушай, вроде прокатило. Как же я устал гонять этих говнюков по двору. В следующий раз, если кто-то из гостей сбежит, спрячь собачьи головы, чтобы нельзя было выбраться из дома. Давай прятать их в этих местах. Стоячие часы в общей комнате, это я взял. Книга в гостиной, это я тоже взял. Секционная в подвале. А вот там я не взял. Зубы. Я думаю, для чего-то это пригодится. А мне, наверное, места нет, да? Ну давай тогда патроны скрафтим, что делать. Я не знаю, ключ. Выложить надо по-любому лишние предметы. Я топлива даже. И все, у меня места нету. Вот, сука. Понахватал. Придется бежать, все выкладывать. Потом еще раз за дробашом. Ну, дай пройти. Я хотел успеть. Так, у нас ближайшая комната. Ну, давай вниз. В принципе. Какая разница, где что выкладывать. Можно и здесь. Он заодно немножко подсъебется. Так. Птичку можно оставить. Фотографию это я уже нашел. Это мы убираем.
Смычка пригодится. Вот это дело точно выкладываю. Вот это дело, в принципе, тоже можно выложить. Когда они странно слоты тебе забивают. Быстрый доступ и все такое. Так. Огнемет. До огнемета явно еще долго очень. Ключ от Скорпиона. Я вот не знаю, секционный ключ от Скорпиона надо будет или нет еще. Смотреть я его пока не могу. Значит, еще где-то ключ от Скорпиона будет. Со Скорпионом. Как обычно, блин. Проблема инвентаря. Ладно, давай сохранимся. Ладно, прервемся, да, на перекурчик. Сейчас я подойду. Погнали дальше. Так, я вот что думаю, то что, наверное, вот эту пару ключей тоже можно выложить. Я не знаю, нужны они потом будут. Тогда еще сбегаю. Мычку тоже сейчас использую. Нормас. Блять, он уже тут. Хуй, надеюсь, он сзади. Нет. Where are you? Да,
тут я, не ори. Давай ты куда-нибудь-то уж двигай. Ooh, I can smell you. Я не знаю, спалил он меня, нет? Нет, смотри-ка. Блять. You know I'm gonna find you, right? When I... Пошел в жопу, короче. Ждать его там по 10 лет. Так, тут эпоксидка еще. Little Ethan. Прыгнуть на первый. Или тут его где-нибудь дождаться. This is all too Ну, он где-то much. рядом. Я думаю, даже где-то за углом. Miss me? Задолбал. Так, ну уже лучше. Короче, надо двигать в подвал. Зачищать там остатки. Можно даже сохраниться. Сюда все равно надо будет идти. Мне нужны патроны. Эбоксидка. Есть порох, кстати. Давай, наверное, аптечку сделаем одну. Может, что-то... Ай, блядь. Ладно. Вот, а это мы выкладываем. Ибо лишнее. Ну и хорош. Я только не знаю. По идее бы надо сэкономить, конечно. С дедом. Забыл сохраниться. Сэкономить дробаш, чтобы с дедом нормально мочиться. Пробовать сначала с пистолетом. Тут же вроде лишние груты не сыпятся вообще. Ну типа, если один раз он упал откуда-то, то больше не появится. Так, давай, наверное, сначала вот тут мы, да, сейчас. Здесь я спускался, там нужно ключ со змеей. Тогда сюда.
Вот тут, да, что-то есть. Тут сейчас то ли 2, то ли 3 грута будет. Типа того. Ты куда, дружище? Топим. Да, вот если прицельно в них мочить, они типа из 3 патронов кладутся. Но это же не про меня. Да ты не прячься. Неплохо. Не, ну конечно стрелять лучше, чем ты на геймпаде явно. Еще один будет? Правый. Ну, допустим. Понятно. Мы его тут подождем. Много патронов уходит. Надо точнее. Не говорите, что он падал. Странно. Ай-яй. Рискованно, да, это было? Ну давай в дробаша. Прям всю шайку-лейку. А, блядь, пока ты зарядишься. Чего, блядь, куда? Серьезно, 2 патрона, да ну пусть съедает. Херня какая-то. Ну тут 3-я часть башки-то по-любому. Раз их там такая толпа. Экономнее надо все это дело проходить. Попробуем максимально вырезать их. Я не знаю. 7 патронов на такую ораву — это не вариант. Ну, атакуй, ёпта. До свидания. А там еще и сзади еще один. Точняк. Короче, нужно 5 замочить грутов.
Но если стрелять прицельно, типа на каждого достаточно по 2, по 3 патрона. Что по хилам? Нормально. А второй что не упал? Почему-то второй не появился. А, блядь. Да, блядь, ты задолбал. Где второй? Он прям тут должен появиться. Вот, наконец. Мотыляет их сильно, блин, но не дают нормально прицелиться. Просто в разные стороны. Ну, как и зомби, в принципе, во второй, там, да, в какой угодно. Гандон. Короче, не торопясь, сейчас мы потихонечку всех заебеним. Ты сюда взял? Взял. Да, прям тут я его подожду. Догонит. Ну давай, смелее. Его там заглючило, что ли? Да где он? Ну не может же он наверху быть. Под назад вернулся. Значит, получается, если я ему один патрон в башку выпустил, это не считается? Ну, там еле идет. Да пизда вообще, дохуя патронов опять потратил. Сука, я не назад возвращается, вот тырки.
Да, пизда, патронов нет. Такое себе, конечно. Ну, в принципе, это все. Давай посмотрим, может, что тут взять можно. Сильный эпоксид. А, короче, это вот с порохом мешаешь. Получается, типа, патроны для дробовика. Давай на траву используем, да? Серьезно? Не хватило? Ништяк. Шли за ключом. Не знаю, вообще, конечно, бы в тему было бы переиграть. У меня ушло 40 патронов. Через с дробаша сколько патронов улетело просто. Но есть порох. Травы есть. Ладно. Все остальное мы оставим. Мы сейчас, короче, крафтим вот чего. Чего пистолетные? А, это улучшенные пистолетные патроны. А еще если туда, допустим, добавить... Нельзя. Ладно, хотя бы 10 патронов для пистолета я себе нашел. 6 для дробовика осталось. Такое себе. Инструкцию бы, конечно, не помешало бы им запилить. Ладно, пока не будем, короче, дробашом пользоваться, попробуем только с этим, с пистолетом. Ну-ка, вот эту дверь можно открыть? А, она с другой стороны. Кстати, вот это ага. Ключ, короче, который ты использовал один раз. Ну, ты, типа, если он тебе не пригодится больше, то и все. Он у тебя исчезает. Угу. Патроны для дробаша. Ты должен был стать ее отцом. Ну, теперь она говорит, что ее отцом будет он. Нет, нет, нет. Я найду его и заставлю страдать. А ты, дружок, мне поможешь.
Ну, все дело-то идет тут к первому боссу. То есть к деду. Тащил он, короче говоря, башку собаки. Правда, расклад не очень хороший. В плане, что маловато патронов у меня на деда. Ладно, попробуем. Если нет, продолжим мучить его на следующем стриме. Так, и все, да? Больше ничего. Да, мы сейчас как раз с ним тут биться и будем. Я узнаю эту арену, так сказать. Так, что-то еще можно взять. Подсчитка есть. Ну, по логике вещей, если есть и бокситка, то бедный помощник шерифа. Ну да. Если есть и бокситка, то можно как бы и поискать порох в тему будет. Мышка все теркается. Давай дальше посмотрим, что там можно схватить полезного. Так, тут у нас поднимается дед, и он на меня пинает, по идее. Мы с ним падаем вот сюда. Ну давай, я так, короче, собаку пока трогать не буду. Смотрю, что можно взять. Угу. Но у деда вся эта приблуда будет. У деда будет ключ. Вот он порох. У деда будет ключ. У деда будет вот такой змеей. И у него, собственно, мы найдем еще и собаки часть третью. Так. Ну так как патронов у меня не очень много, лучше давай, наверное, с этим. 3 хилки, блин, на целого босса. Ну, я знаю, что он жесткий. Я хотя бы зеленый. Ладно, пойдем. Сзади дед. Ain't getting away. Надо вспоминать, короче, как его лупить. Бензопила. Надо определенное количество урона в него влить. Да, блять. Надо определенное количество урона в него влить, чтобы он открыл вот эту вот бензопилу. Что мы можем сделать? I like you for what's on the inside. Давай попробуем, наверное, дробаш сэкономить. Бля, да ты серьезно? Надо шустрее работать с инвентарем. Ладно, еще есть 20 минут. Всё.
По идее бы надо, конечно, вот так вот сделать. Но она под геймпад, блин, засчитана. Почему этот не выбирается? Слот 4. Может быть, какая-то есть типа быстрые клавиши, я не знаю. Параметры. Так, управление. Атаковать, перезарядить, защищать, сменить боеприпасы, оружие влево. Вот, лечиться. А, точно, блядь, левый контур, твою мать. Я совсем забыл. То, что у нас левый контур, это, блядь, использовать хилы. Это же надо. Так, ну тут все, да? Тут я все взял. Здесь берем порох. Не знаю, сколько раз нам надо по деду попасть. Все. Смотрим пацана. Я помню, что надо ему определенное количество урона влить, чтобы он, короче говоря, схватил бензопилу и потом как-то и что-то с ней еще надо сделать. Чтобы было всем классно. Так, порох. Давай. Крафтим. Вперед. У нас ничего получается. В углу валяется аптечка, немного патронов для дробовика. И вроде все. You ain't getting away. Так, в этот раз он меня хотя бы не успел поймать. Чуть-чуть его так, да? Чтоб прикормить, так сказать. Давай еще раз, наверное, да, дробовик. Не попал. Только не говорите, что это ваншот. Серьезно? Как догнал? Блять. Не успел. Ну, тактику я приблизительно помню, что надо прям вокруг него бегать. Используя, говорит, висячие мешки. Дальше я не прочитал.
Сука, вот уже минус 1 патрон лишний. You got yourself a boo-boo! Еще один лишний. Ну я выбрался, кстати. Чудом. Guns aren't much use around. Пистолеты тебе не помогут, сынок. Я знаю. Тут дробовик-то такое себе. Бля, я помню, что как-то надо коцать его, что ли, пока он такой вот красивый сидит весь. Ага. Давай, у него бензопила, у нас Халк. Not my groove. Кажется, удар не прошел явно. Я вот не помню, как вторую план замочить. О, вообще херня. Только выстрелил лишний раз. Кстати, там бензопила. That's the ticket. Бля, как задействовать-то? По-моему, вот так. Пинаешь. Что-то вот типа того. Так, теперь надо подсъебаться, да, маленько? Не так. Не то. Так, ну тут по-любому лечимся. Что-то как-то я не очень тушу-то тут долбанул. Давай, старый. Уходила. Там еще птичку надо взять. Только ради не успеть. Блять, чуть-чуть. Давай еще разок попробуем, мне так нет. А здесь я уже типа все взял.
Я хрен знаю, зачем я это все крафчу. В принципе, мне и дробовика хватает. По-моему, не прошел удар. Kill me, and I just come right on back. Ну, считать-то надо, да? Блять, ты как там оказался? Давай ножом его. Ладно, пойдет. Грубый. Ну давай, 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 давай. Кто кого? Понятно. Дома у меня. А посерьезнее как-то можно ему, блин? Угу. Один раз я типа его задамажу. Окей. Ясно? Вставай, вставай, вставай. Что-то какая-то паника. Ну? Интересно, а к чему бы он то, что отрубил? Вон там кусок стены. Давай, давай, давай. Ай-яй-яй. Хуй знает, подобрал, нет. Тебе весело? А то ж, старый. Все? Попилим еще. На всякий случай. Нет, все, он больше не встанет. Ну вот как-то так. А я взял аптечку-то? Ну да, взял. Так. У него ключа, я так понимаю, никакого нету. Сделай одолжение, не оживай. Бля, ну, кстати, первый раз этот босс мне показался гораздо сложнее. А, надо пилить.
Хана бензопиле. Нечего металлы рубить ею. Мог бы выбраться и как-нибудь более пафосно. Ну, точнее, менее пафосно. Так, ладно, что, по идее мы все, отсюда выходим. Третья башка на месте. Я не знаю, надо бы хилиться или нет. По идее, уже никто меня больше дергать не должен. Ну, повернуться наверх, короче, сохраняемся и на сегодня все. Ну, ничего лишнего, в принципе, я не вижу. Как-то так. Ладно, ребят, будем заканчивать на этом стрим. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал.